Друзья, привет! Я продолжаю гайд по моду ботания на версии 1.7.10. И у нас осталось, значит, из ботании только раздел «Разное». Ну и какие-то еще предметы, которые я там либо пропустил, либо забыл упомянуть в прошлых видео. Так, ну в разделе «Разное» у нас в основном декоративные различные блоки. Например, Blaze Lamp, да, которая крафтится у нас из, соответственно, стержней нефрита. Да, такая интересная лампа. То есть тоже в качестве декора можно использовать. Вот. Далее такая прикольная штука, называется какофониум. Значит, ее фишка в том, что она может записывать голоса мобов. Вот, допустим, у нас там бегает овца, да. Вот, по идее, правым кликом. Вот, я записал звук, да, этой овцы и могу воспроизводить. То есть практически любого моба голос можно записать и воспроизводить. Ну, чисто так, ради интереса, можно этой штукой попользоваться. Так, дальше. Такая вот штука Phantom Ink. Надо было, конечно, рассказать про эту штуку еще, когда я про искры говорил. Но я упоминал уже про это Phantom Ink, когда говорил про сеты, да, то, что можно красить их и делать невидимым. Но, что интересно, вот этот Phantom Ink можно также использовать для того, чтобы красить искры. Так, сейчас попробуем кто-нибудь поставить искру. Вот тут у меня есть. Давайте попробуем воздействовать. Так, и вот она у меня стала практически прозрачной. То есть, если вас раздражает, там, допустим, большое количество искр, которые так вот сияют слишком ярко, Phantom Ink их покрасили, и они становятся практически прозрачными, и вам особо не мешают. Тоже рекомендую, соответственно, штукой этой пользоваться. Так, дальше у нас идут в основном декоративные блоки. Это White Portuguese Pavement, то есть их тут всего 6 штук разного цвета. Вот, крафтится, соответственно, из, получается, у нас жизнекамень, булыжник и различные еще там предметы в зависимости от цвета, да, который мы хотим получить. Тоже в качестве декоративного блока можно попробовать рассмотреть. Достаточно эстетично смотрится. Вот я вам скажу. Поэтому рекомендую посмотреть, попробовать таким блоком что-нибудь построить. Так, дальше тоже декоративные в основном такие вот растения. 16 видов там цветов, я тут несколько выложил. Вот, допустим, белый, там светло-синий там и так далее, розовый. Вот. Это декоративные, соответственно, грибы, которые спавнятся, соответственно, в шахтах. Их можно найти. Но также можно и самому произвести. Значит, если мы возьмем обычный гриб, да, какой-нибудь красный или серый, и с каким-нибудь красителем совместим, получим, соответственно, такой вот гриб. И его можно в качестве декора использовать также. Такую вот магическую обстановку, например, создавать. Дальше, значит, можно производить с помощью камня в ботании такие вот блоки, значит, андезит, диорит, базальт и гранит. Производится это с помощью, соответственно, алхимического катализатора, который мы рассматривали в прошлых видео. Да? Соответственно, кидаем камень и получаем вот различные варианты. Там андезит, базальт, диорит, гранит. Вот. Опять же, в декоративных целях можно пользоваться. Так, дальше декоративный такой блок, тоже Trodden Dirt. Вот. Ну, он дает, соответственно, еще помимо прочего, как бы, это как тропа. То есть оно вроде должно давать дополнительный эффект к скорости движения. Вот. То есть по ней двигаться можно немного быстрее. Тоже, если вы любите какие-то тропы делать, например, у себя на территории, пожалуйста, посмотрите. Так, дальше Азулежу блок. Его тоже несколько там разновидностей. Так, крафтится он, Крафтится он у нас, соответственно, так вот несколько разных видов узоров, да, этого азулежу. Вот, и крафтится он, соответственно, лазурит плюс кварцевый блок. Все. Ну и дальше различные варианты можно делать. Вот. Тоже в декоративных целях можно использовать. Из жизни камня мы можем делать такие вот камни, соответственно, жизни камня. Мне, честно говоря, чем-то напомнило мраморный кирпич из версии 1.4.7. Он примерно так же выглядел по текстурам. Есть вариант замшелый, вот, потрескавшийся, обрамленный такой вот. Так, ну и жизни камня, соответственно, доски можно делать. Также вот замшелые доски. Там обрамленное жизни дерево, резное и светящееся. Ну, мы как раз это использовали, когда строили порталы, да, в Эльфхейм. Так, дальше, значит, что у нас тут еще декоративное? Давайте эти штуки рассмотрю. Значит, белый нестабильный куб, ну, он такие как бы искры пускает. Значит, ну, это маяк, да, вот он пускает вверх, соответственно, такие вот искры интересные. Можно различных цветов делать, тоже в декоративных целях можно пользоваться. Так, еще вот такая штука есть, это просто вот искры.
испускает. Это куб. Тоже несколько различных цветов. Вот белый вариант. И вот испускает штуки. Есть вот здесь сигнальная ракета. Тоже можно как бы пускать такие вот ракетки. Вот. Ну, например, не знаю, вы там играете с другом где-нибудь у себя в одиночном режиме, пошли куда-нибудь в лес, заблудились, пускаете, чтобы вас друг там, например, увидел. Типа того. Так, дальше. Есть еще такой красивый декоративный предмет, морской светильник и призмарин, который можно скрафтить с помощью осколка призмарина. Я тоже упоминал про него в предыдущих видео, то что он крафтится, соответственно, из адокварца с помощью алхимического катализатора под бассейном с маной. Я сам очень часто пользуюсь вот этим вот, соответственно, призмарином, там, морским светильником в декоративных целях у себя на варпе. Мне кажется, он очень красивый, эстетичный такой вот блок. Посмотрите, как он смотрится. Вот это светильник такой красивый. Это у нас призмарин сам по себе. Но у меня тут еще шейдеры просто такие яркость придают. Без яркости он даже как-то лучше, мне кажется, смотрится. Давайте покажу. Сейчас, как это без шейдеров выглядит. Вот какой симпатичный. И такой вариант. Там еще другие есть различные варианты, соответственно, этих блоков. Вот. Я сам использую, соответственно, при строительстве варпа. Так, дальше. Давайте еще покажем декоративную такую штуку. Творец созвездий. Нужно будет переключиться нам на ночь. Так, вот смотрим ночь. Такие вот звезды у нас красивые, да? Но мы хотим еще круче. Ставим такую штуку и видим, как у нас такие созвездия формируются. Формируются, исчезают такие красивые звезды. Очень красивое звездное небо. Тоже такую штуку можно использовать в декоративных целях. Так. Дальше здесь есть такая штука, что с помощью бирок, сейчас скажу, можно делать головы, соответственно, например, различных игроков. То есть, если вы бирку записываете персонажа, то на руническом алтаре можно составить, соответственно, голову кого-то. Такой крафт голов интересный, с помощью именного жетона. Так, что у нас здесь осталось в этом разделе? Такая прикольная штука, как мини-картофель и картошка бесконечности. Картошка бесконечности требует модификации аварития. Мини-картофель, соответственно, делается из картошки, насколько помню, да, вполне логично. Да, картошку кидаем, получаем мини-картофель. И мы его также можем кинуть в бассейн с маной, вот, улучшить, насколько я помню. Так, поставим его, и он начинает так интересно прыгать, прикольно. Вот, если правым кликом нажимаем, он такие сердечки спускает. Вот, прикольно. Так, и есть еще такой улучшенный вариант. Картошка бесконечности. Крафтится из большого количества таких вот мини-картофелей. Потребуется еще алмаз и такой вот катализатор бесконечности. Здесь уже достаточно сложный крафт. Вот, но если вы такую штуку скрафтите, она прикольная. То есть такую какую-то интересную подсветку имеет, но это скорее всего из-за шейдеров. Вот такую прям ярко-темную. И опять же, если правым кликом нажмем, смотрите, сколько у меня эффектов появилось. Вот так вот какие-то взрывы испускает. И тоже сердечки может. И посмотрите, сколько эффектов мне сразу дал. Обалдеть. Вот такая вот прикольная картошка бесконечности. Давайте где-нибудь оставим здесь. Пусть она у нас прыгает. Так, ну и поехали, соответственно, к предметам, которые я там пропустил в предыдущих сериях. Так, давайте, наверное, начнем с почвы. Здесь добавляется тут несколько видов почвы, в том числе такой вот Enchanted Soil. Я сам недавно для себя ее открыл. Значит, она крафтится, если мы возьмем такие Overgrowth Seed. Вот эти Overgrowth Seed, они никак не крафтятся, они добываются из Гаи 2-го уровня, то есть дропаются с Гаи 2-го уровня. Вот, если вам такое выпадает, вам очень повезло, вы можете ее заспавнить где-нибудь вот так вот правым кликом на траве. И появляется такая вот Enchanted Soil. Значит, и основная фишка вот этого Enchanted Soil в том, что если мы поставим на эту траву какой-нибудь производящий ману цветок, то он работает в 2 раза быстрее. Я вот здесь проводил эксперимент, и действительно это так. Я использовал гурмалис. Вот, как мы знаем, допустим, если мы гурмалис питаем стейками, да, он стандартно переваривает стейки раз в 4 секунды. Да? Вот, я здесь собрал аналогичную конструкцию. Вот, и давайте вот проведем сейчас эксперимент. Вот я возьму. Так, вот раз. Сейчас. Вот, ну, давайте так пока поставим. Сейчас вот полстака сюда раз.
Ну вот, соответственно, раз в 4 секунды он будет нормально все переваривать. Если мы ставим чаще, то, соответственно, один стейк, который там раз в 2 секунды попадает, он не будет успевать переваривать, потому что он обрабатывает стейки по стандарту раз в 4 секунды. Вот. Так, теперь давайте, значит, так, стейки заберу. Так, и теперь давайте здесь посмотрим, как это будет все работать. 2 секунды стоит, я поставил на Enchanted Soil Gurmalis, и давайте проверим, что будет здесь происходить. Хоп, съел, да? И еще съел. И еще съел. И еще съел. Круто. Так, здесь просто у меня еще бассейн с маной заполнится, поэтому мы там звуков, возможно, не слышали. Но я думаю, вы так знаете, да, что Gurmalis, соответственно, даже судя по описанию, да, раз в 4 секунды поглощает у нас. Вот. Стейки. То есть хлеб 2,5, это, соответственно, жареная говядина раз в 4 секунды. А здесь, видите, раз в 2 секунды он поглощает. Обалденно. То есть я тут вот в следующем видео вам буду показывать как раз заводы маны. И там я уже даже задумался о том, чтобы переделать это все под Enchanted Soil. Соответственно, Gurmalis. То есть немного переделать свои фермы. Но нужно учитывать факт того, что вот этот Enchanted Soil не так уж легко получить. То есть вам нужны вот эти семена, а их выбивать можно с гай. Поэтому ну, не так быстро и просто все это получится. Но тем не менее, крутая штука вообще. Сам буду это использовать. Так, дальше, значит, идем. У нас есть еще такой вариант почвы. Vivet Grass. Делается с помощью такого вот Vivet Pasture Seeds. То есть это, ну, вариант получается. Да, вот если мы совместим луговое семя. Так, где он тут получается? Ну, тут разные варианты. Тоже, опять же, преобразование почвы, типа того. Так, сейчас попробуем. Вот, если мы такое сажаем, причем несколько блоков сразу действует. Вот. И фишка, например, такой вот травы в том, что можно тростник сажать даже без воды. То есть вам не потребуется запитывать дополнительно водой. Раз, раз, раз. Вообще обалденно. Ферму тростника стало делать еще легче. Ну, такую обычную, да, без всяких там плюшек, прибамбасов. Так, далее. Так, далее. Есть такие штуки, как вирусы. Значит, некродермальный и налодермальный вирусы. Они действуют на лошадок. Давайте попробуем продемонстрировать, что будет у нас с лошадками, если мы таким вирусом подействуем. Так, допустим, я спавню лошадку. Так, наверное, попробую сперва приручить. Так, мне надо в режим на выживание, хотя, может быть, и так он сработает. Так, получится мне? Что странно, так оно работает, да? Так, пробуем. Ага, ну вот, вроде открылось. Так, ну и теперь давайте заражу вирусом. Некродермальный, да? Она мне превращается в такую вот скелетную лошадь, что интересно. Вот, и, кстати, вот этих лошадей тоже какие-то эффекты определенные есть. Так, давайте еще. У нас один вирус есть. Ой, что-то у нас тут заспавнилось. Какая-то странная лошадь. Бэйби. Нет, давайте нам что-нибудь. Так, призыв лошадь. Так, лошадь. Вот такая красивая лошадка. Давайте ее тоже покормим. Так, получится мне ее оседлать? Есть. Так, и седло наденем. Не хочет? Ух ты, какая. Увлекается. Может быть, так получится вирусом заразить? Не хочет. Совсем какая-то капризная только получается лошадь. Так, может быть, на ней немного поездить. Так, все, получилось наконец-то. Ну, давайте ее некродермальным вирусом заразим. Все, она превращается в такую зомби-лошадку. Была красивая белая лошадка, стала такая вот зеленая, страшная. Прикольная. Вот как это выглядит. Все, то есть, если вы любите лошадок, можно такими вирусами с ними побаловаться. Так, ну и что у нас осталось?
Так, остались у нас вот такие вот семя, да. Ну, я их тоже уже упоминал в прошлых видео. Луговые семя, которые крафтятся с высокой травы, да, с помощью маны. Вот, есть несколько разных вариантов, в зависимости от того, какой вариант мы используем. Именно в такой вид травы мы получаем. Например, берем такие вот споры. Вот. Ну, во-первых, они являются элементом для крафта. Например, луговое семя, там мы делаем из него... Так, сейчас хотел показать как бы крафты. Вот, да. Соответственно, для разных крафтов используют, в том числе для вот такого парящего цветка, например, да, то есть особенно популярных игроков, я уже про это упоминал, да, парящие цветки, которые не обязательно сажать там на траву и так далее. Так, ну давайте какую-нибудь землю возьмем, и, соответственно, вот так можно мицелий себе сделать, можно там сделать себе такую землю таежную, да, а можно сделать вот, в принципе, вот такую вот обычную травку из земли с помощью таких вот семян. Удобная штука, особенно если, например, мицелий хотите себе сделать. Мне кажется, это очень полезная вещь. Так, ну и что у нас осталось? Тут еще кое-что из реликвий, да, то, что выпадает, эти вот Wheel of Ahrim, Wheel of Tragok, Wheel of Gutan, Wheel of Torak, Wheel of Virak, Wheel of Karil. 6 таких вот, соответственно, артефактов, которые выпадают с Гая. Мы эти, соответственно, артефакты можем наложить на наш шлем из террастали. Ну и в зависимости от того, какой артефакт мы из них накладываем, мы получаем просто различные эффекты. Вот, например, сопротивление к отбрасыванию там и типа того. Можете все вот эти 6 штук проверить, допустим, что они там дают. Ну, я, честно говоря, не особо фанат таких вот шлемов из террастали, поэтому, ну, кто интересуется такими шлемами, вот, пожалуйста, вот такими штучками можно немного их апгрейдить. Только если я правильно понял... Так, это просто про броню, да, про эти не упоминается. Ну, это на форумах просто читал про них, да, что они дают определенные эффекты. Вот если Shift нажимать, смотреть тут можно. Ну, или просто в сундуке, да, что они там дают, соответственно, различные эффекты. Так, и давайте еще, значит, кольца. Так, ну, давайте сперва пинкинатор рассмотрим. Так, мне, наверное, визер потребуется. Так, если у меня какой-нибудь призыв... Наверное, его только заспавнить, да, можно будет. Визер. Так, хорошо. Значит, нам нужен там что? Сейчас тогда подготовлюсь к этому, к демонстрации. Так, ну вот, у нас заспавнился визер, я его заспавнил. И давайте на него пинкинатором вот этим подействуем. Он превращается в такого милого, забавного, дружелюбного моба. Вот. Ну, то есть с вами он никак особо не взаимодействует. Вот, просто он, соответственно, становится таким дружелюбным мобом. Вот для чего нужен пинкинатор. Так, дальше, что у нас осталось? Наверное, самое интересное, да? Самые прикольные штуки. Так, как вы помните, да, мы в прошлых сериях смотрели там про реликвии, рассматривали эти реликвии. Там 3 кольца есть, значит, Тора, Одина и Локи. Вот. И я еще не мог разобраться, да, как действует кольцо Локи. Значит, разобраться удалось. Давайте сейчас продемонстрирую, как это работает. Кольцо Локи. Значит, мы просто берем, надеваем это кольцо. Так, что это у меня сейчас произошло там? Проверим. Так, переключусь. Поглядим. Надел я его? Да, все, надел кольцо Локи. Так, и что мы делаем? Мы теперь можем, соответственно, выбирать таким вот Shift правый клик с пустой рукой. Вот такие вот у нас выделения. Выбираем. Shift правый клик, Shift правый клик, Shift правый клик. Если хотим все это сбросить на начале, соответственно, Shift правый клик и все это отключаем. Вот. Вот это кольцо оценят строители, которые любят какие-то одинаковые структуры строить, например, там, не знаю, что-то типа башни, например, да, или типа того. Ну, давайте, например, такую структуру. Раз, два, три, так, так, так. Все. И, соответственно, теперь, если мы возьмем блок с травой, поставим его правым кликом, ну, тут ничего не произойдет, тут Shift правый клик нажмем, он поставит такую структуру. Вот.
Вот, пожалуйста, можно такую структуру. Shift, правый клик. Ну, если возможность такая есть у него, он ставит. Так, Shift, правый клик. Ну, здесь почему-то странно работает. Может, из-за того, что я траву использовал, да, там. Вот поэтому немного другое. Вот здесь давайте, например. Ну, короче, принцип понятен. Я сейчас покажу, как это работает. Например, если мы сейчас объединим все эти кольца. Так, я сейчас возьму, значит, это кольцо локи. Так, и, значит, помимо прочего, вот эти три кольца можно соединить в одно. Вот, мы берем в верстаке там или у себя в окне для крафта, соединяем кольца. Мы получаем такое Ring of the Aesir. Кольцо Эсира или кольцо бога, богов. Фишка в том, что вот это кольцо объединяет, собственно, все три эффекта вот этих колец, да, там Одина, Тора и Локи. То есть одно там жизни дает, другое, соответственно, там эффект копанию, третье там вот эти выделять, соответственно, блоки можно. Вот, давайте я его надену. Так, и что интересно, здесь вот там в комментариях к предыдущему видео тоже упоминали о том, что можно якобы с помощью землекрушителя копать там несколько чанков. Ну, если я правильно понял логику, имелось в виду следующее. То есть, смотрите, мы сейчас попробую сделать так вот, куда-нибудь подальше просто дойти. Так, ну, наверное, здесь будет нормально. Так, сейчас попробую выделить. Так, я на всякий случай еще сброшу это кольцо. Сейчас я его обновлю, чтобы настроек никаких не было. Так, еще раз. Так. Кольцом. Так, планшет маны у меня есть. И, допустим, я его выделяю опять же. Вот, Shift, правый клик. Здесь, например, куда-нибудь подальше пойду. И здесь выделяю. И, допустим, куда-нибудь вот сюда пойду. Здесь выделяю. И, например, не знаю, вот сюда. Так, все, теперь, допустим, я отхожу куда-нибудь. И сейчас лучше подальше. Тут я уже что-то экспериментировал. И, предположим, начинаю копать. Так, я активировал землекрушитель, давайте. Раз, копаю, два копаю, три копаю и так далее. Выкапываю такую яму, да. Что интересно, если я вот это кольцо себя держу, да, я вот так вот выбрал с помощью кольца, ну, свойств кольца Локи, да, то у меня еще параллельно вот здесь вот выкопались такие же дырки. Ну и получается, я действительно скопал как бы сразу в нескольких чанках. Вот. Но у меня сейчас не получается переключиться на чанки. Вот. Ну и так, думаю, понятно, да, что как бы я сразу за несколько чанков залез. Ну, как бы, если вам сразу хочется что-то большое копать, можно попробовать так, по большой площади, соответственно. Раз. Сразу несколько дырок я вот таких сделал. Вот. То есть с помощью кольца Эсира вот такие вот можно штуки творить. Так, ну и, соответственно, что у нас тут осталось, сейчас поглядим. Так, осталось у нас, соответственно, посмотреть еще на такие вот осколки. Осколки острова Лапута. Если вы смотрели, значит, мультик под названием «Небесный замок Лапута», вы отсылку, думаете, поймете. Значит, всего их несколько уровней, соответственно, от 1 до 20. Ну и различаются они, естественно, по мощности. Ну, давайте возьмем 1 уровня и посмотрим, что он будет делать. Я думаю, вам понравится. Если вы еще этот осколок не видели, его свойства. Сейчас нужно куда-нибудь подальше отойти. Так, ну я думаю, где-нибудь здесь можно будет поэкспериментировать. Я, наверное, на красивые шейдеры переключусь, на какие-нибудь прям очень красивые. И давайте поглядим, что будет происходить. Так, только, наверное, желательно без воды все-таки зону, если такое возможно найти. Тут все с водой, к сожалению. Ну ладно, не знаю, что тут с водой будет. Так, ну хорошо, попробую вот здесь. Значит, берем этот осколок и правым кликом. Слышим такой звук, да? Так, и отходим в сторону. Сейчас что-то будет происходить. Вот, пожалуйста, началось формирование такого вот острова. Он является, по сути, отражением того, что было снизу. Он просто его поднимает. И строит, причем это постепенно, так довольно красиво. Я сейчас, наверное, камеру отключу, вот, и поставлю, соответственно, какой-нибудь таймлапс, чтобы продемонстрировать, как это все интересно, красиво происходит.
Прошло несколько минут, и наконец-то наш остров сформировался. Вот такой вот летающий остров Лапута. В зависимости от того, какой осколок вы используете, соответственно, такого радиуса остров вы получаете. Вот здесь вот самый маленький островок, можно, естественно, и больше. Посмотрите, как он прикольно это все сделал. То есть в виде такой какой-то сферической вытянутой сферы, да, такой вот остров образовался. Очень интересно вообще. Разработчики мода, конечно, просто гении. Так, ну на этом все. Я как бы основную ветку ветку гайда по ботании заканчиваю. Если что-то забыл, какие-то предметы упомянуть в гайде, пишите в комментариях, может быть, позже потом рассмотрим. Вот, а для вас я еще подготовил, соответственно, пару видео про фермы, соответственно, по маны, заводы маны и автоматизацию с помощью Applied Energetics крафтов в ботании. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы новые видео не пропускать, рекомендуйте видео друзьям, в комментариях пишите свои замечания, жду вас в следующих сериях. Пока!